Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на канале по вязанию, и зовут меня Лара. И в этом видео речь пойдет об эластичном наборе петель. Мои зрители попросили меня снять более подробное объяснение. Из предыдущего видео обратили внимание на такой набор, и я хочу вам рассказать два способа, какие мне очень нравятся, какие я использую для вязания носочков. Это крестообразный набор петель или болгарский зачин. Вот смотрите, как выглядит. Так вот он, видите, растягивается. То есть он легко растягивается и потом приобретает обратно ту же самую форму. Так вот он выглядит. Второй способ – это немецкий витой набор или норвежский набор петель. Выглядит он вот так. Такой же эластичный, легко растягивается и приобретает обратно ту же самую форму. Он более, можно сказать, такое впечатление, что как будто, когда набрал петли, уже провязан первый ряд. Вот если сравнить два этих способа, да, то они примерно одинаково растягиваются и возвращаются назад. Когда я использую эти два способа, я вяжу носочки спицами 2,5 и 2. И я так для себя решила, что мне так удобно, что когда я вяжу спицами 2 тоненькими носочки, я применяю набор крестообразный набор петель или болгарский зачин. Когда я вяжу носочки спицами 2,5, я тогда набираю петли немецким витым способом или норвежским набором. Два этих способа набора петель основываются на классическом наборе. Итак, давайте приступим и начнем с крестообразного набора петель или болгарского зачина. Я буду использовать пряжу от Артизан, от Ализе. Это носочная пряжа и спицы номер 2. Для того, чтобы набрать петли, для начала надо вспомнить классический набор петель. Отмотать от клубка такую длину, примерно равную 1 сантиметр на одну петлю. То есть, если я набираю 60 петель, мне надо примерно взять длину начала нити, примерно 60 сантиметров. И как при классическом наборе петель, со стороны большого пальца у меня идет нить от хвостика, да? А со стороны указательного пальца это нить от клубка. И я огибаю 2 пальца, как при классическом вязании, и остальными пальцами зажимаю 2 нити. Первая петля. Значит, первую петлю я разворачиваю ладонь к себе тыльной стороной, подвожу спицы под нить, перекручиваю их, да, еще раз, вот так под нить перед собой и проворачиваем и возвращаемся в исходное положение. Это у нас первая петля. Вторая петля, как при классическом вязании, то есть мы подводим спицы к большому пальцу, к нити, которая ближе всего к нам находится. Подхватываем снизу вверх эту нить и ведем ее к указательному пальцу.
сверху вниз подхватываем нить от указательного пальца и сверху вниз возвращаемся, отпускаем нить и вот затягиваем. И вот у нас образовалась петелька. Далее самое интересное. Теперь нам надо набрать третью петлю, но она отличается от набора второй петли. Сейчас у нас находятся две спицы, вот посмотрите, между пальцами нить, да, на одной линии как бы. Вот, и что мы делаем? Мы отпускаем нить с большого пальца, пальцем огибаем и подхватываем нить. Еще раз, у нас находились расположения пальцев и спицы вот таким образом. И теперь мы отпускаем большой палец, огибаем его вокруг нити и подхватываем. И у нас получилось расположение спиц по отношению к пальцам, как бы по диагонали, да, видите? И теперь мы делаем что? Мы под нить, которая уже не ближе к нам, а дальше от нас, подводим спицы под эту нить, подхватываем нить с указательного пальца и точно так же вытягиваем петлю и затягиваем нить. Вот что у нас получилось. Еще раз. Теперь мы будем набирать петли, чередуя классический набор и специфический набор, вот, который отличает крестообразный от набора классического. Вот эти движения. То есть одна петля, как при классическом наборе, другая будет отличаться. Итак, следующая петля, как при классическом наборе. То есть под нить, которая ближе к нам, под эту нить спицами, мы выводим ее и подхватываем нить от указательного пальца. Возвращаемся в исходное положение сверху вниз, отпускаем нить и подтягиваем. И дальше вот мы держим сейчас как при классическом наборе петель. Дальше мы отпускаем палец большой, обводим его вокруг нити и подхватываем нить. У нас спицы по отношению к двум пальцам расположены как бы как по диагонали. И теперь мы под нить, которая дальше от нас, вот мы под нее движемся к указательному пальцу, подхватываем нить с указательного пальца и возвращаем ее, отпускаем нить. У нас получается как бы две петли и обхвачены такой вот перемычкой. Следующую петлю мы набираем как при классическом наборе. То есть под нить, которая ближе всего от нас, двигаясь к указательному пальцу, подхватывая нить, выводим ее и затягиваем. Дальше мы сбрасываем нить с указательного пальца, обводим ее вокруг нити и подхватываем. И под нить, которая дальше от нас, движемся спицами, подхватываем нить с указательного пальца и выводим опять эту нить. Подтягиваем. Так. Вот, видите? Получается по 2 петли, и как бы они соединены такой перемычечкой. Да? Давайте еще наберем и посмотрим, что получается. Одна петля, как при классическом наборе петель. Дальше петлю сбрасываем с пальца, обводим вокруг нити, подхватываем. Нить, которая дальше от нас, тянем к указательному пальцу и отпускаем. И так далее. Получается вот как бы по 2 петли, да,
и они соединены перемычкой внизу. Вот. Набираем необходимое количество петель, соединяем в круг, и дальше мы вяжем любым, который вы запланировали, способом манжета носка. То есть это резинка 1 на 1, 2 на 2 или любым другим способом. То есть от этого ваш наборной край никак не зависит. Вот. На самом деле звучит название, конечно, пугающие, да, но если вы поймете, как это делать, это совершенно вот несложно. И вот получается, видите, вот эти вот перемычечки между петельками, да, вот так вот оно потом в итоге получается. Вот такой вот наборной край. Здесь у меня резинка 2 на 2. Вот он, да, не жмет, не тянет, очень комфортно. Но получается не такое плотное, не утолщение, как во втором способе. То есть, видите, на просвет как бы оно такими небольшими, как дырочками, да. Второй способ — это немецкий витой набор или норвежский набор. И вот видите, он более плотный, более как бы такой край утолщенный, получается, более крепче. Вот. И как бы такое впечатление, что когда уже набрал петли, кажется, что уже как будто провязан один ряд. Вот. Этот способ сейчас я вам покажу, как его набирать. Тоже совершенно несложный. Так, я возьму нить другого цвета. Это Alize Artisan, цвет оранж. Вот такой вот яркий цвет. Номер этого цвета у нас 336. И возьму спицу 2,5. Нам аналогичным образом необходимо отмотать от клубка конец нити примерно равный 1 сантиметр на одну петлю. То есть если я набираю 60 петель, мне надо набрать примерно 60-65 сантиметров. От конца 60-65 сантиметров. Далее расположение нити по отношению к пальцам аналогичным образом. То есть со стороны большого пальца у нас нить, та, которая с концом. И по отношению к указательному пальцу это нить, которая идет от клубка. Остальными пальцами мы зажимаем 2 нити. Первая петля. Разворачиваем ладонь к себе тыльной стороной, подводим спицу и, прокручивая ее, возвращаем ладонь. Таким образом у нас образуется первая петля. Давайте еще раз. Мы поворачиваем ладонь тыльной стороной к себе, подводим спицу под нить и проворачиваем, ладонь разворачиваем к себе. Вот у нас образовалась такая первая петля. Далее все петли набираются одинаковым образом. Итак, вторая петля. Мы спицу подводим под 2 нити на большом пальце. Вот мы подводим под 2 нити. Видите, 2 нити на спице. Далее спицей ныряем в серединку. Немного как бы оттягиваем к себе и ведем к указательному пальцу, подхватываем нить и ведем к себе. При этом у нас как бы 2 петли на спице. Мы немного разворачиваем большой палец, чтобы образовалась петля, прокручиваем. И в середину этой петли подводим спицу. И ближе к себе, к стороне, тянем на себя. То есть под нить, которая ближе к нам.
и отпускаем нить, затягиваем. Давайте еще раз. Вот у нас держим мы нить, как при классическом вязании. Но дальше мы спицей подводим под 2 нити на большом пальце, ныряем спицей в середину этой петли, немного как бы подтягиваем к себе. Дальше мы ведем к указательному пальцу спицу, подхватываем нить, и у нас как бы такая петля, да, образуется перекрученная петля восьмеркой, да, между большим пальцем и спицей. И мы немного разворачиваем, проворачиваем большой палец вперед, и в образовавшуюся петлю с той стороны нити, которая ближе к нам, выводим петлю, отпускаем. Вот и вся хитрость. То есть вы один раз попробуете, получится у вас, и вы никогда это не забудете. Давайте еще раз. У нас спица, мы подводим ее под 2 нити на большом пальце, ныряем в середину спицы, ныряем сверху вниз, ныряем в середину петли на большом пальце, немного как бы подтягиваем к себе, получается как бы крест-накрест такой, да, подтягиваем к себе и ведем к указательному пальцу снизу вверх, подхватываем нить, возвращаемся назад, большой палец прокручиваем чуть-чуть вперед, у нас образуется петля, разворачивается восьмерка, и мы опять сверху вниз спицей идем в серединку этой петли под нить, которая ближе к нам, выводим спицу и отпускаем нить и затягиваем. И вот у нас вот так вот получается такой наборной край. Давайте наберем еще несколько петель самостоятельно. Вот что у нас получается. Как будто, да, провязанный уже изнаночный ряд, причем такое впечатление, что он как бы как с 2 сторон. Да, вот такой вот плотный наборной край, при этом он очень эластичный. Давайте посмотрим на моих вязаных носочках. Вот эти вот носочки у меня с таким наборным краем. Вот так вот мы набираем, да, и вяжем. И вот смотрите, что получается. Вот такой вот плотный, достаточно плотный, держит форму хорошо, крепкий, но в то же время очень эластичный ряд. Вот. Манжета, видите, растягивается достаточно хорошо. Вот в другом цвете я вам покажу сейчас, вот в таком розовом однотонном цвете. Видите? Вот так вот это выглядит. Так. Вот такой вот край. В этих 2 способах, которые мне понравились и которые я постоянно использую при вязании носочков,
Совершенно ничего сложного нет. Попробовав, научившись один раз, вы тоже будете это с легкостью использовать для вязания своих носочков. Вот об этом я вам сегодня хотела рассказать, о своих любимых способах набора эластичного края. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.